Всем привет, народ! И сегодня мы будем говорить о телеграм-боте Goblin Mine. Вообще Goblin Mine, но они у нас тут выложили пост, и теперь у нас есть еще и Goblin Mining. Те же самые боты, как у нас майнер, там, не знаю, какие есть еще куб. Ну и подобные майнеры, в которых мы просто приходим, нажимаем кнопочку, уходим, и у нас там майнится криптовалютка, ну, типа ферма наша, в которой мы принимаем участие. Вот, и здесь они решили сделать подобие такое же майнера на своей монетке вот этой новой правильно как она, GWT, потому что в связи с тоном, предыдущие ролики, если мы смотрели, то понимаете, про что я. В связи с тоном они переобулись и кинули Solana и остались на блокчейне тон. Вот, ну это их выбор. Как это будет все у них происходить, я не знаю, но с блокчейном тон у нас пока все печальненько. И вот давайте переходить в их новостной канал, быстренько все пробежимся, чтобы долго вас не задерживать. Будем переводить и читать, что же у них тут вышло. Эти новости были о майнере, и тут они изначально в своем телеграм-канале выкидывал этот пост. Изначально они одно описали, а потом у нас оказалось немножечко другое. Давайте переводить. И вот что у нас вот в этом самом посте они нам описывают. Представляем Goblin Mining. Последняя инновация в экосистеме Goblin. Goblin революционирует горнодобывающую отрасль, революционизирует даже горнодобывающую отрасль с помощью Goblin Mining. Новый продукт, предназначенный для обеспечения высокой ежедневной прибыли своим игрокам. Забудьте об устаревших системах майнинга и их вымышленных токенах. Пришло время для чего-то реального. Смысл в чем? Ну, тут они немножечко правы, с одной стороны, да, где-то вот в этих мы майнерах добываем непонятный токен, которого еще нет на биржах, который типа выйдет, залистится и будет стоить какую-то энную сумму денег, но все это облачно и как бы нереально. Но они тут нам обещают совсем другое. То есть вот здесь в посте у нас видно, что это GWT. Он действительно торгуется на биржах, он действительно имеет какую-то ценность, мы его сразу можем конвертировать в тон, обменивать. То есть здесь нас не задерживают никакими аирдропами и листингами. Мы здесь сразу можем выводить, грубо говоря, прибыль, что в Goblin Mine, что в Goblin Mining. Как они здесь нам описывают. Дальше перейдем и посмотрим, как это все выглядит вообще. Вот почему Goblin Mining выделяет себя на общем фоне. Никакой рекламы, проверок или скрытых платежей. Просто арендуете мощности для майнинга на 30 дней и получаете выплаты каждые 4 часа. Прозрачность заработка. Отслеживайте свой доход с помощью подробных графиков и реальной валюты. Начните зарабатывать, мгновенно добывайте токен GWT, настоящий актив, торгуемую монету с высокой волатильностью. Ссылка у нас есть на DexScanner, где мы можем посмотреть тот самый токен GWT и выводить свои доходы в тоннах или GWT. Нулевая нагрузка на устройство, ваши устройства остаются работоспособными. Автономный майнинг, продолжайте майнить, даже когда вы не в сети. Ну, то есть это у нас, ну, действительно там так, ты нажал кнопку и все, и забыл. На 30 дней можно забыть, по сути. Я все это вам покажу, вы в этом убедитесь сами. Вступительных взносов нет. Вот тут я когда выкладывал пост, немножко я сам заблудился в этих всех переводах, и вот это слово меня смутило, вступительных взносов нет. Я понял, что она бесплатная. Командная игра, создавайте команды. Создание команды окупается, зарабатывайте на 5% больше. Вот это меня смутило, я думал, она бесплатная. Приходим, нажимаем, мы уже добываем токены. А не все так просто, как мне казалось. У них также есть второй новостной пост, который тут же следом вышел за этим постом. Давайте его сразу будем переводить. И буду вам тут читать, как чтец тем, кому лень. Кому лень читать, я буду читать за них, как сказку на ночь. Продолжаем. Майнинг уже запущен, и у вас есть эксклюзивная возможность присоединиться к этапу бета-тестирования. Бета-тестирование, то есть у нас, по сути, наверное, сейчас бета-тестирование будет проходить. Специально для этого этапа было выделено в общей сложности 3 миллиона Goblin Hash. Goblin Hash это у нас G-хэш мощности. Как только эта мощность будет полностью арендована, дополнительное питание станет доступно только после завершения этапа тестирования. То есть, по сути, это бета-тест, в котором мы можем принять участие не как у нас выбирали Hamster Combat, не как у нас выбирали, я не знаю до сих пор запустился или нет, там есть такая тапалка Headcoin, которая тоже обещала бета-тестирование. И в итоге
выборочно там кого-то позвали, кого-то не позвали, как бы. А здесь нам предлагают: успевай, залетай, хочешь любой. Успел, залетел, не успел, ну извиняй, жди альфа-версии после бета-тестирования. Вот, и вот так вот у нас выглядит заставочка этого нашего нового Goblin Mining. Я вам крайне не советую заходить в такие проекты, тем более как Goblin Mine, да, где все закручено на сразу денежках. Это азарт, это как казино, понимаете. В Goblin Mine там у нас добываются токены, которые мы можем, в принципе, тут же конвертировать в тон. И они добываются в малом количестве, и начинает играть жадность, когда вы понимаете, что могу зарабатывать больше в сутки, но для этого мне нужно закинуть туда денежков. Денежек закидываете, начинаете добывать больше, ну когда-нибудь в один прекрасный момент это все шлеп и схлопнется, и вы останетесь, либо уменьшит количество добываемых токенов, и все, и вы останетесь без своих денег. Так что крайне не советую заходить в подобные тапалки. Я это делаю чисто ради обзора, как развлекательный контент, показываю, что есть нового. И во что я по дурости залазю, но вам крайне не советую этого делать. Не заходите в тапалки, не вносите сюда донаты, не теряйте, не прожигайте свою жизнь. Не берите с меня пример этот дурацкий. Вот, Goblin Mining GWT, вот он мой баланс, 0 пока GWT. И что такое Goblin GWT? Вот оно, читаем, что здесь написано у нас. Что это такое? Goblin Mine — это уникальная мини-ап с экосистемой Goblin от компании D36. Есть такая, по-моему, у нас в доте команда D36, не они ли это? Которая позволяет вам добывать Goblin Wall токен GWT. Это реальная монета, представленная на биржах и активно используемая для продуктов экосистемы. Игроки представляют возможность взять в аренду желаемое количество мощности для майнинга и получить вознаграждение каждые 4 часа в виде монет. Основные положения игры. Мощность измеряется в GH, Goblin Hash. Объем арендованной мощности может быть любым, но не менее 100 GH вот этих. Игрок имеет право иметь несколько арендовых мощностей одновременно. Мощность арендуется сроком на 30 дней. По каждому пакету арендной мощности игрок получает вознаграждение каждые 4 часа в виде монет вот этих GWT. Всего 180 вознаграждений за период работы каждого арендованного пакета. Ну, тут за 30 дней получается. Вознаграждение, запомним эту цифру, кстати, 180. Вознаграждения начисляются на GWT баланс игрока. Мощность майнинга GH может быть недоступна всем игрокам к аренде при условии превышения лимита свободной мощности. Вот про который они говорили, 3 миллиона G-hash, вот эти G-hash, Goblin Hash, короче. Размер вознаграждения зависит от количества мощности и текущей доходности. Майнинг осуществляется официал и не зависит от вашего нахождения в игре. Оффлайн, то есть официал. Оффлайн. То есть мы можем туда не заходить. Включили и ушли на 30 дней. Через 30 дней заработали свои бабосики. Вот. Игрок может отслеживать размер вознаграждения каждого арендованного пакета в истории, а также на графике доходности. Да, он там действительно есть, все это видно. Для каждого игрока доступно вознаграждение 5% в тон или GWT за покупки приглашенных ими друзей. Реферальная система 5% от потраченных денег наших рефералов. В мини-ап Goblin майнинг возможно использование только кошельков в сети Тон. Вот про что я и говорил. Solana брысь. Теперь Тон. Спасибо Паше Дурову за то, что у нас нет демократии, не дает он в Телеграме демократию, только Тон и ничего более. То есть никакой конкуренции нету. То есть монополизировали, его Телеграм, его мессенджер, его правила. Тут я не спорю, но все равно должна быть какая-то конкуренция. Более подробную информацию изложено в white paper. Читать white paper скоро будет. То есть white paper даже еще нету, но уже игрушечка есть. Вот у нас основной экран, где наш гоблин, теперь бизнесмен, у него тут фермы стоят. Вот наши токены GWT. Вот арендованная мощность. У меня сейчас арендована, я попробовал, честно говорю, не делайте так. Не делайте так. 100 GH этих. Арендовать мощность, история начислений. И вот он график за 100 GH этих. Средняя доходность от 100 GH составляет где-то 222 GWT в сутки. Но это, по-моему, не так, мне кажется. Потому что сейчас будем считать, перейдем к этому и все это посмотрим. Давайте, арендованные мощности. Если мы сюда ткнем, мы переходим с вами в наш, грубо говоря, майнинг
майнинг-окошечко. А в работе вот у меня сейчас один находится майнер, завершенных нету, потому что только включил. Вот 100GH в работе, начало работы 28.01, окончание 27.02. Осталось часов, вот здесь указано, и всего добыто сколько токенов. История начислений, ее нету, пока еще ничего не начислено. Ну, когда вы будете смотреть ролик, то есть у меня уже, наверное, суточки пройдет этого майнера, выложу пост в телеграм-канале. Если будет интересно, переходите в телеграм, смотрите. Вот, и что у нас тут еще? Больше, по сути, ничего и нету. Переходим опять на основной экран. И здесь вот есть у нас вкладочка «График доходности» за 100GH этих. За 24 часа показывает 228 токенов. Но он показывает за 24 часа вот этих вот, ну, сутки начались, грубо говоря, с середины. А вот если мы перейдем сюда, за 4 часа у нас вот зарабатывалось 122, 104, 149 и 143. Давайте высчитаем быстренько среднеарифметическое из этого числа, ну, чтобы нам приблизительно понять, сколько у нас за каждые 4 часа будет добываться. Итак, мы делим это все на 4, получается среднеарифметическое около 130 токенов GWT за 4 часа. То есть у нас в сутках 4-часовых периодов всего 8. То есть получается мы 130 токенов умножаем на 8, получается где-то 1000. Или я вам соврал, 8, каких 8? 6. 6 у нас по 4 часа, и вот 130 мы умножаем на 6, получаем 780 токенов за сутки. То есть вот здесь потом, когда сутки пройдут, грубо говоря, вот эти следующие, то есть точнее пройдут, уже будет какая-то другая циферка, более лояльная и правильная. Вот. А так пока 780, если мы умножим на 30 дней, общая доходность будет приблизительно 23 тысячи с половиной токенов. 23 400 токенов будет примерно за месяц выработано мной. Это пока вот с такой вот добычей, чем больше людей, наверное, скорее всего, тем меньше токенов будет добываться. Давайте перейдем в нижней вкладочке, и здесь будет все сразу понятно, к чему это вел. Нажимаем другое, здесь у нас есть арендовать мощность, та же самая вкладка, история начислений, GWT тон, обмен конвертировать можем туда-сюда, вывод совершать, выводить в тоне либо в GWT информация по проекту, это white paper и смарт-контракт этого проекта. Ну и язык, пока язык, нет, есть доступный, выбирается он. Вот, есть вкладочка «Друзья», куда мы приглашаем рефералов. Вот смотрите-ка, кто-то уже перешел. Я пост выложил, вроде ссылку оставил, говорю, постоянно не заходите. Ну, кто-то уже забежал. Ну, человек ничего не покупал, правильно. Ну, лучше сделайте так. Лучше перейдите по ссылке, посмотрите, ну, разберитесь, да, поймите, что это все вам не нужно, и выходите отсюда. Ну, у меня хотя бы будут какие-то циферки красивые. Но главное, чтобы вот здесь у меня не прибавлялось, чтобы вы не наносили донат, ну и потом не разочаровывались в этом всем. Перебегаем дальше. Центральная вкладочка переводит нас на основной экран. И есть здесь вот мой GH, вот этот, то есть сейчас у меня подключено в работе вот столько, ну то же самое, где мы здесь были. И вывод наш, вывод в тоне есть и обмен GWT на тон. И смотрите, какая здесь конвертация. Сразу скажу, вот эти 100 хэшей этих, да, гоблин хэшей, я приобрел за 1 тонн. Ровно 1 тонн, ну плюс транзакции еще там 0,1, 0, там не знаю, 2. 1 тонн 0,2. Вот. За 15 600 токенов нам дают 1 тонн. То есть, если мы забьем сюда тот расчет мой, вот 1,5 тонна. Ну, грубо говоря, 50% сверху за месяц. В принципе, ну, если теоретически рассуждать и надеяться о том, что это все очень рано не схлопнется, то если успеть сюда вложиться, я вам не советую этого делать, я просто размышляю. То есть 50% прибыли за месяц — это хорошая доходность, очень хорошая доходность. В принципе, да. Ну, пройдет месяц, проверю, я не хочу сюда еще вносить. Это все просто ради эксперимента было, посмотреть, что здесь вообще происходит. А вы так не делаете. Вот такой вот сегодня был обзорчик на новую тапалку, ну, на новый майнер, точнее, от Goblin Mine. Надеюсь, вы сюда не будете залетать, потому что все это тоже очень сомнительно. На месяц запуливать свои деньги, и не факт, что вы что-то получите. Ну, хотя бы здесь уже реально существующие токены, и можно конвертировать все в тон. А я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.